Доброе утро. 1 августа сегодня. Моя старшая дочь пишет вот такую картину, автопортрет свой и Лилиткин. Лилитка, конечно, совсем не похожа пока что. Дочка похожа, но тоже есть нюансы. Она начала уже этот подмалевок делать в цвете, и сейчас там как бы по волосам не совсем все так, как было, но была более похожа, короче. Кресло прикольно у нее получается. Короче, талантливая девочка, ничего не скажешь. В этом плане она молодец. Рисует классно. И она к нам еще подходит с младшей и спрашивает, а там похожа я на то, что рисую, типа, или нет. И мы же там тем похожи, там не похожи. Потом приходит мама с учебы, и она к ней обращается, и та ей прям четко начинает рассказывать, что добавить. Там нос такой, там губы такие, щеки такие. То есть у жены видение художественное обалденно просто как развито. И, скорее всего, этот талант художественный однозначно у дочки в жену. Но супруга этот талант свой никак не развивала. В детстве что-то она рисовала, так, по кайфу, в художку не ходила. В общем, соответственно, зачатки этого таланта никак у нее не развиты. Передались старшей дочери. Младшая тоже неплохо рисует, но не на таком уровне. Тоже художку она забросила очень быстро. Не знаю, жена ходила вообще в художку или нет, но младшая наша немножко походила, а потом надоело ей. Так, ладно, а я топаю в магазин в Пенни. Нужно продолжать закупаться продуктами. Я ж со вчерашнего, вернее уже сегодняшнего дня ушел на вольные хлеба, как я и говорил. А в Пенни я иду, чтобы купить масло и свиноговяжий фарш. Там акция на Kerrygold. Это такое ирландское масло, типа что-то там по 2,40. Кому интересно, можете сравнить с ценами в Украине, допустим, на масло. Там жирность, наверное, 80%. И так оно считается типа из дорогих. Стоит без акции около 4 евро. А сейчас вот по скидке. Практически всегда его можно взять в какой-либо из сетей по скидке. То есть, я так понимаю, его стандартная цена вот туда ближе к 2,50 сейчас. А фарш по 6,90, по-моему, свиноговяжий. Говядина здесь дорогая сравнительно, поэтому и фарш не дешевый. Так-то тоже он обычно стоит ближе к десятке, даже в смеси. Вот такие вот дела. Вчера к нам пришел наш арендодатель. Один из них, в общем, там семья, как бы дедушка, и у него есть 2 сына. И вот один из сыновей, который сейчас за дедушкой присматривает, он принес нам уведомление о выселении нашем из квартиры. Это уведомление, о том, что нужно покинуть квартиру через 3 месяца до 1 ноября. У жены договор на эту квартиру был бессрочный. Они только на словах договорились, что будет жить она вот приблизительно до этой даты. Договор был подписан как раз концом октября. И, соответственно, до 31 октября мы теперь должны выселиться. Это было, по-моему, 3 года назад, когда она заезжала сюда. Это то, что нужно вам знать о немецком планировании. Насколько люди свою жизнь способны пропланировать на 3 года вперед. То есть уже тогда ей сказали, что через 3 года вот этот вот старший сын, который уведомление принес, планирует заселиться в эту квартиру. У него там какие-то, планы есть на нее, на дальнейшую свою жизнь. И жить ты будешь тут приблизительно 3 года. Так и произошло. Вот так вот. Это удивительно, да? Ничего не меняется у людей. И на 3 года вперед они спокойно, почти до дня знают, что они как будут делать. Поразительно. По поводу этого выселения, конечно, есть мне что рассказать. Есть определенные новости и решения в этом смысле. Это я уже, наверное, на послеобеденной прогулке расскажу эту историю, что как теперь у нас будет. Так, закупился.
был мой фаршик и масло, короче, творожок. Ну, 8,80, грубо говоря. Ну и беру газетку на следующую неделю. Сегодня пятница, и здесь уже базарчик раскладывается турецкий. Там, блин, бассейн никак не достроят. Что-то серьезная реконструкция такая. Не знаю, что они там строят. На крыше что-то делают серьезное. Так пацанчики бухают. Короче, так непривычно мне ходить закупаться сейчас. Я уже 100 лет этого не делал. И от цен отвык немного. Все подорожало сильно. Да и вообще от процесса. Теперь вместо прогулок по лесам, полям буду гулять по магазинам. Вообще я себе поставил задачу питаться на 150 евро в месяц. Не больше. Не выпадать из этого лимита. Ну, надеюсь, что получится. Пока как бы покупаю все не сильно по акциям. Еще ж пока меню у меня не готово. Когда уже будет понимание, что я ем постоянно, тогда все подшлифую. Но в целом вот хочу попадать в такую сумму. Прогулка сегодня дождливая. Иду под зонтиком. Ну ничего, дождь не сильный. Он то начнется, то закончится. Такое. Вот, значит, что хочу рассказать по поводу изменений в моей жизни. В общем, я решил разъехаться с женой. Буду искать отдельную квартиру себе и будем брать так называемый тренунг, или как-то так. Это раздельное проживание. Пока без официального развода, но тоже над этим будем думать. Но опять-таки у нас причин для развода нету, в том плане, что нету новых отношений ни у меня, ни у нее. Разве что как бы невозможность жить вместе. Ну, вернее, сложность этой жизни, потому как начинаем ссориться, едва начинаем решать какие-то общие вопросы, в том числе и бытовые. Ну, в основном это с моей подачи все происходит, то есть меня не устраивают те решения, которые она принимает по тому или иному поводу, хоть касаемо детей, хоть совместной жизни, там каких-то бытовых глобальных вопросов, ну, как то новая квартира и так далее. Вот. А она ж как бы уже отвыкла от подчинения мне, да. Ей это уже неинтересно, и, соответственно, тоже она не хочет с этим мириться. И так как у нас назревал вот этот вот переезд, о котором я с утра сказал, мы уже там начали соприкасаться в этих вопросах. Я вспомнил все негативные моменты, которые были раньше, когда я только переехал сюда, до того, как мы разделили бюджет, и я перестал как бы вникать в ее дела. И там, ну, в принципе, по детям не было каких-то глобальных нюансов. Там одна ходила в школу, вторая ходила в Беру в шуле, поэтому дети были определены, как бы, и касаемо них вопросов у нас не возникало. Сейчас же вот старшая уже из интеграционного класса Беру в шуле вышла, и там надо дальше и курсы какие-то находить, взрослые, языковые. То есть там тоже уже жена начала какие-то действия, которые мне не нравятся, я бы делал по-другому. Ну, соответственно, и тут тоже появляются возможности для скандала. Ну, короче, только мы начали соприкасаться, я такой решил, что вспомнил флешбеки вьетнамские по скандалам и решил, что не надо допускать в этот раз, а нужно все-таки разделяться. Узнал у GPT, если раньше меня там смущали алименты, если я не в состоянии их платить, то начисление этих алиментов чуть ли не в долг, ну, как мне говорили знакомые, там что-то я видел краями в интернете, то сейчас оказалось, что все это немножко не так. Если мы расходимся по добру, по здорову, и я как бы обещаю помогать ей с детьми, общаться с ними и проводить время, то, в принципе, она может не подавать на эти алименты, она не обязана это делать, и никто мне их начислять не будет. Поэтому эта преграда отсутствует. Ну, вот такие дела. Не знаю, получится ли у нас найти эту квартиру для нее, для меня.
Но будем искать. Теперь моя ближайшая встреча с Биратором 6 числа будет посвящена и в том числе этому вопросу, как нам правильно все это сделать, разделиться, разъехаться. И как удачно, да, кстати, что я открыл себе банковский счет, потому как сейчас пока все пособие у жены на счету, мы как одна семья там идем, и все проходит через ее счет. И для разделения, естественно, нужно, чтобы счет был у меня. Ну, он как раз есть уже одним пунктом меньше. Поэтому как-то так. Ухожу на вольные хлеба. Не только по питанию, но и, дай бог, по проживанию. Такие новости у меня сегодня. До завтра. Решил еще на постскриптум заглянуть на Блаузее. Синее озеро наше. Посмотреть, как люди катаются на водных лыжах. Такая у них тут лебедка по всему озеру натянута, и она таскает лыжников. Соответственно, они могут наезжать на те фигуры, как я понимаю, на трамплинчики и так далее. Ну, эти ребята что-то не хотят это делать, просто катаются по кругу. Тоже, наверное, кайфово. Там между буйками коридорчик у них проложен. Все, накатался парень. Не знаю, сколько стоит это удовольствие, но выглядит прикольно. Ладно, потопал домой.